Теремок ТВ. Кротик и панда. Друг издалека. Вперед! Да! Ребята, подождите меня! Ребята, подождите! Эй, привет! Привет! Кто ты? Панда Хо-Хо. Меня зовут Кротик. Я очень рад нашей встрече. Так, ты прибыл из города Синчуань? Наверное, ты любишь чай, да? Прошу, угощайся супом. У тебя прекрасный дом. Я тоже люблю путешествовать. Вот было бы здорово однажды побывать у тебя в гостях. Хо-хо! Хо-хо! Спасибо. Моя панда! Куда же пропала моя панда? Держи. Спасибо, что отыскал мою панду. Спасибо. Пока. Поехали! Хо-хо! Хо-хо!
Где кротик? Где же этот кротик? О. Кротик пропал. Это телевизор. Он не мог оттуда вылезти и сбежать. О! О! Хо-хо, я тебя нашел. О! Кротик выбрался из телевизора! Что? Где он? Ой, ау! О! Как ты выбрался из телевизора? Выбрался. Я прибыл из Чешской Республики, чтобы найти тебя. О, меня? Вот здорово! Хотя я и не знаю, зачем ты искал меня. Добро пожаловать! Наконец-то я тебя нашел. Хо-хо. Да. Я так рад тебя видеть. Что происходит? Чешский пирог. Это О. тебе. Он привез пирог. Это мой дом, Чешская Республика. Так, стоп. Почему тут два крота? О, Это шутка. Он правда вылез из телевизора. Он вылез из телевизора! Маленький крот вылез из телевизора! Он играет с пандой! Так и было. И вот я прибыл в Китай. И в конце концов нашел тебя. Хо-хо. Оставайся и живи тут, чешский друг. С этого дня крот из Чешской Республики стал жить в Китае. Он очень подружился с пандой и остальными животными. Их приключения только начинаются. Кротик и панда. Вечеринка для кротика. Хо-хо. Хо-хо. Ты где? А где Хо-хо? Вечеринка для кротика. Это будет сюрприз. Будет сюрприз. О, Внимание! Мы устраиваем вечеринку-сюрприз для кротика, и мы... услышит, и сюрприза не будет. Для кротика это должно стать сюрпризом. Для кротика это должно стать сюрпризом. Надеюсь, кротик ее не слышал. Вечеринка-сюрприз для меня. Я расскажу про вечеринку в мою честь. 500 лет назад я закончил... Ты говорил про 500 лет назад. Я говорил 500 лет. В таком случае заканчиваю. Спасибо. Эй, может нам показать фокусы? Показать фокусы? Показать фокусы? Мы покажем наш номер. Вы знаете,
Знаете, что показать? А что делать мне? Покажи кунг-фу. О, серьезно? О, Кротику это понравится. Кунг-фу? Кунг-фу сложное занятие. А? тогда я пойду Хо-хо. тренироваться. Ну и ну. Ворон, друг, покажи, как ты прекрасно поешь. Не покажу. Спасибо. Это мое. Это мое. Не нужно плакать. Устроим вечеринку для кротика. И мне не сказали? Меня не пригласили на вечеринку? Я это так не оставлю. Вот увидите. Хо-хо. О, мистер Лис, привет. Слышал, вы устраиваете вечеринку для кротика. Мы готовим для него сюрприз. Понятно. Устроим ему потрясающую вечеринку, где будет много еды. Мгм. Мы же хотим, чтобы ему запомнилась вечеринка, и чтобы он не разочаровался. Мгм. Я покажу ему кунг-фу. Я тренировался, но выходит плохо. Не может быть. Хо-хо, ты мастер О, кунг-фу. Вот, правда? попробуй. Ударить? Давай, покажи скорее свое мастерство. Ну, О, Ты в порядке? ох, ты очень сильный. Я правда это сделал? Конечно, попробуй навыки цигун. Цигун? Да-да, давай. Что, вот так? Все в порядке, Лис? О да, это было здорово. Ну и ну. Я и не знал, что я мастер кунг-фу. Эй, постой! Стой! Мастер, не трать силу понапрасну. Сохрани для кротика. Ты прав. Спасибо, Лис. Сегодня я точно смогу удивить кротика. Все готовятся к вечеринке в мою честь. Я тоже должен устроить им сюрприз. Я знаю, что тебе нужно. И что же? Хорошо, что ты меня встретил. Жаль, я не смогу прийти на твою вечеринку. О, какая жалость. Но я все равно хочу вручить тебе этот подарок. Прошу. Добро пожаловать в Китай, кротик. Наслаждайся этим шоу. А теперь Хо-Хо покажет навыки кунг-фу. Ну что такое?
я покажу кое-что другое. Цигун. Не бойся, ударю не сильно. О! Почему ты не отлетел? Ты должен был отлететь. Это странно. Нельзя стать мастером кунг-фу за один день. Кротик, прости. Я ничего не понимаю в кунг-фу. Я тебя Мне подвел. понравилось твое выступление. Оно получилось веселым. Веселым? Правда? О. Смотри, все повеселились. Спасибо, Кротик. Тебе спасибо, Хо-Хо. Ну и ну. Я хотел испортить праздник, но ничего не вышло. Ну ладно, это еще не конец. Спасибо вам. Я хочу поделиться этим тортом со всеми. Спасибо за отличную вечеринку, ребята. И спасибо Лису за этот чудесный торт. О, но это Лис обманул меня, сказав, что я мастер кунг-фу. О, это хлопушка! Ребята, бежим! Хо-Хо, сюда! Бросай сюда! Ой, как же это красиво! И правда, красиво вышел салют. И вкусный. Вечеринка получилась незабываемой. Спасибо, Хо-Хо. Спасибо вам всем, друзья. С прибытием тебя, Кротик. Кротик и панда. Новый дом Кротика. Ура! Еще одна дверь! О! Кротик, теперь мы стали соседями. Я приглашаю тебя в свой новый дом. Ого! Вот здорово! Но тебе стоит сделать больше дверей. Спасибо, но мне и одной двери достаточно. Что ж, я хотел помочь тебе вырыть двери. Кстати, хочешь, я подарю тебе самый лучший подарок на свете? Конечно. Тогда я схожу за ним. Откуда я сейчас пришел? О, нет! Я не могу найти свою дверь! Хо-хо. Это тебе. Ух ты! Ты правда решил остаться? Мгм. Вот здорово! Тогда я подарю тебе самый лучший подарок на свете. Правда? Спасибо. Скорее бы его увидеть. Ну ладно, мне пора вернуться к делам. Пока. Пока! Итак, что бы ему подарить? Приходи ко мне на новоселье. Новоселье? Здорово! Я подарю тебе что-нибудь, чтобы дом выглядел еще лучше. Приглашаю ко мне на новоселье. Кротик приглашает
приглашает всех в свой дом. О, ух ты! Давайте скажем дедушке. Нужно приготовить кротику подарок. Кротик приглашает всех на новоселье. Кротик приглашает всех на новоселье. Кротик приглашает всех на новоселье. Только не это. Мою бабочку съела моль. Я не могу встречать друзей без своей бабочки. О, нет. Куда подевалась дверь? Мне нужен полезный, красивый, удобный и теплый подарок для кротика. Я постоянно засыпаю. Во всем виновата эта кровать. Кровать? Конечно! Я могу сделать удобную кровать для кротика. Ой, красивая бабочка. Прекрасная бабочка. Прошу, не улетай. Прошу. Бабочка, не улетай. Не улетай. Не улетай. Не думайте, что я могу только есть бамбук. Я могу и мастерить из него. Ай! А! Я смастерю замечательную кровать. Это просто потрясающая идея. Моя бамбуковая кровать будет мягкой, удобной и теплой. Ха-ха! Получилось! Кротику обязательно понравится мой подарок. Держи, это расческа для тебя. Она из эбонитового дерева. Уверена, тебе она понравится. Спасибо. Отличная расческа, отличная расческа. Кротик, этот огромный вкусный подарок для тебя. Спасибо, зайчик. Большая морковь, большая морковь. Если сравнивать по размеру, наш подарок самый лучший. Этому персиковому дереву 500 лет, и оно плодоносит каждые 500 лет. Кротик, если съешь персик, то станешь бессмертным. Я прав, дедушка?
Ну, конечно. Что я хотел сказать? Спасибо вам всем, друзья. Я так счастлив. Кротик, а где Хо-Хо? У меня получилось. О, мой подарок! Ого, это твой подарок? Ну да, вроде как. Ты, должно быть, забыл, что кротик не ест бамбук. Нет, вообще-то это... Хо-хо, это подарок, который ты мне приготовил. Ну, Кротик, я хотел подарить тебе лучший подарок, но... Мне очень нравится твой подарок. Правда? Этот? Да, это самый лучший подарок из всех, что я получал. Чудесно! Кротик будет жить с нами! Кротик и панда. Ловушка. Ох, чудесный день. Какой плохой поступок мне совершить, а? Эй! О, да! Еще одна дверь в доме. Привет тебе, Лис! Да, я рад тебя видеть. Ой, подожди. Вот. Вкусная морковка. Не нужно благодарностей. Кому нужна эта бесполезная морковка? А! А? Что это там такое? Это что, еще один твой дом, зайчик? А, нет, это большая яма. Огромная яма. Глазам не верю, какая она большая. Так, еще немного. Идеально! Я соорудил потрясающую ловушку. Не терпится увидеть, сколько животных упадет сюда и застрянет в ней. О, да, это будет здорово! Большая яма. Лис А? приготовил ловушку. Лис приготовил ловушку. Лис приготовил ловушку. Лис приготовил Постой! ловушку. Эй, Лис чечевица! приготовил ловушку. Я добуду для тебя червяков, если замолчишь. Эту ловушку приготовил лис. Неинтересно, совсем неинтересно. Скучно. Хо-хо, а о чем ты думаешь? Я думаю об этой ловушке. Если я туда прыгну, то провалюсь или буду подпрыгивать и взлетать. Ты же не хочешь это проверять, да? Хо-хо, что ты делаешь? Ты можешь упасть в ловушку. О, не волнуйся, я кое-что придумал. Черепашка, брось мне веревку, когда я попрошу. Теперь ты спокоен. Хо-хо, это опасно. Смотри, Кротик,
все в порядке. Я подпрыгиваю. Никакая это не ловушка. Я могу взлететь очень высоко. Да! И в итоге Хо-Хо все-таки провалился в эту яму. Хо-хо, все в порядке? Хо-хо. Да, но прежде чем упасть, я все-таки подпрыгивал и взлетал. Похоже, это самая обычная яма. Ладно, черепашка, бросай веревку. Хорошо. Эй, я же не просил бросать всю веревку. Я же рептилия. Мы не очень умные. Нужно было держать один конец. Вот так, да? Ну да. Хо-хо, позволь помочь тебе. Нет, не нужно. Я очень умный. Я сам смогу отсюда выбраться. У меня есть запасной план. Эй, Хо-Хо, хватайся! Позволь нам помочь, хватайся! Я держусь. Вытаскивайте меня. Хорошо, сейчас! Придумал. Я могу залезть по вам. Ой. Хо-хо, тебе точно не нужна моя помощь? Нет, нет, у меня есть план. Да, у меня есть план. Мы можем встать друг на друга. О, Ты нас сейчас раздавишь. Почему самый тяжелый оказался на вершине? Я самый сильный. Я смогу вытащить нас из ямы. Если бы тетя Чечевица была здесь, она помогла бы нам выбраться. Лис приготовил ловушку, Лис приготовил ловушку! Чечевица! Лис приготовил ловушку! Нет, ты, хватит болтать! Лис, Лис будь осторожен, приготовил там впереди. Ой, Вы все здесь? Ха-ха-ха! Моя ловушка сработала! А когда ты готовил ловушку, ты думал, как из нее выбраться? Я много раз устанавливал ловушки, поэтому, конечно же, я заранее... Я не подумал об этом. Если мы не вернемся домой до темноты, дедушка разозлится. Кротик, похоже, мы больше не сможем играть вместе. Правда? А? Почему? Кротик, зачем ты спустился? Ты теперь тоже не выберешься. Вы, наверное, забыли, что я отлично умею копать. А? Почему ты раньше не сказал? У Хо-Хо было много планов. Он сказал, что сам сможет выбраться отсюда. Мой новый план такой. Мы вместе выроем туннель. Ребята, я не очень хорошо копаю, так что... Кто сделал эту ловушку? Ну ладно, если нужно, то я вам помогу. Начнем. Да! Да, за дело. Правее, правее, правее. Теперь вверх, вверх, вверх. Смотри, куда идешь. Да. Не ленитесь. Ну же, давайте, вверх. Ребята, копайте медленнее. Подождите меня. Я рептилия. Мы медленные. О, я догнал вас. Что случилось? Путь заблокировал большой камень. Мы навсегда останемся в ловушке. Нет, я не хочу тут сидеть с вами. Я хочу домой. Домой, это просто камень. Ему не остановить меня. Я хочу домой. Я хочу домой. Не нужно. Кажется, это трещина. Хо-хо, не трогай. Э, э, Ой.
Ну же, мы скоро попадем домой. Давайте, не ленитесь, все вместе, ну же! Ребята, все целы? Эй, а где же Лис? О? О? Лис, очнись. О? Эй, Лис. О? Хм. Я жив. Лис, если бы не твоя голова, мы бы не выбрались оттуда. Но больше не устраивай ловушек. Ловушка, ловушка. Сыграем еще разок. Нет уж, не сегодня. Ловушка Лиса не сработала! Ловушка Лиса не сработала! Ловушка не сработала! Хватит Ловушка болтать! Лиса не Хватит! сработала! Кротик и панда. Хвост ящерицы. Ту-ту-ду-ту-ду-ту-ду-ту-ду-ту. А? Кротик, ты здесь? Привет, Хо-Хо. Что-то случилось, да? Я починил свой самокат. Как тебе? Он потрясающе выглядит. Садись, Кротик. Давай на нем прокатимся. Ну как тебе? Нравится поездка? Да. Только вот как мы остановимся? Ой, я забыл про тормоза. Ой, Заходите еще как-нибудь. Сегодня наш семейный праздник. Мне нужно отлично выглядеть. Осторожно, ой, Все в порядке, Кротик. вроде. Мы что, кого-то сбили? О, Да уж, вы меня напугали, ребята. Все хорошо. К счастью, я очень храбрый. Другая ящерица на моем месте могла бы... А? твой хвост! Не шевелись, я сделаю тебе искусственное дыхание. Полегче, полегче. У нас, у ящериц, так бывает. Наш хвост так отвлекает врагов. Скоро отрастет новый. Видите? Вот только как я пойду на семейный праздник? Очень некрасиво появиться на вечеринке в таком виде. Что же мне делать? Что мне делать? Я отправлюсь домой. Постой. Ящерица, я найду тебе новый хвост. Он будет лучше старого. А? Новый хвост? Ага. Я отлично знаю лес, я справлюсь. Кротик, поможешь? Да. О, Э?
цветочный хвост. Смотри, М? он сделан из цветов бамбукового леса. Он не только красивый, но и обладает прекрасным ароматом. Хорошо пахнет. Ха-ха, этот цветочный хвост прекрасен. Я буду самой красивой ящерицей. До свидания, друзья. Пока! Эта идея была отличной, да? Да, выглядит здорово. На цветы напали пчелы! Ящерица, почему ты бежишь за нами? Простите, когда я напуган, я не контролирую себя. Ох, поверить не могу. Я потерял за день 2 хвоста. Ой, успокойся, у меня есть новая идея. Я тебя не подведу. Да? Вот. Хвост из глины. Можно придать ему любую форму. О, можно менять форму? Мне нравится. Спасибо вам большое. До встречи! До встречи! Не вышло. Да, твой хвост размок. Ой, Не волнуйтесь, у меня есть еще идея. Вот, Этот хвост какой-то маленький. он надувной. Вот, смотри, теперь нормально? Ого! А это безопасно? Мгм, конечно, нужно еще немного. Сегодня ты будешь самой красивой ящерицей. Эй, вообще-то он не должен быть таким большим. Это неудобно. Я хочу спуститься! Хочу спуститься! Помогите! Вы сделали, что могли. Лучше мне вернуться домой. мы виноваты. Ящерица теперь грустит. Мгм. Нужно что-то придумать. Объявляю миссию по спасению хвоста. Так. Мгм. Хорошо. Смотри! Вот твой новый хвост. Это... Попробуй. О, этот хвост отлично выглядит. Вам нравится? Превосходно! О, спасибо! Это самый красивый хвост во всем мире! Самый красивый хвост! Да! Самый красивый хвост! Постойте! Стойте! Стоп! Что ты сказал? Этот хвост самый красивый. Ты что, шутишь? Ерунда! Во всем мире не существует более красивого хвоста, чем у меня. Отдай мне эту подделку. И не надейся. Беги, ящерица, иначе не сорвет твой хвост. Я чемпион по пустынным гонкам. Ты меня не догонишь. Этот хвост слишком тяжелый. Я тебя поймаю. Стойте! Вам не сбежать! Игра кончена! Остановитесь! Остановиться! Мы сами этого хотим! Ай!
Чей хвост теперь самый красивый? О, ящерица, твой хвост! Ничего. Хоть я и потерял хвост, главное, что мы целы. Тот хвост, конечно, был Но очень ящерица, красивым, но... твой хвост вырос! М? Ух. А я даже и не почувствовал, как он вырос. Ты сможешь пойти на праздник! Нет, 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 О. нет, нет, нет. Один я туда не пойду. Пойдемте со мной, друзья. Отличная идея! Идем! Идем. Идем! Идем. Озвучено по заказу CLS Media в 2017 году. Вместе с тобою чудо откроем, будем встречать закат. За руку будем мы с тобой шагать. Вместе по лесу, вместе по полю, там, где мечты кружат. Добрые